пацаны, это не просто сирена, на нас напали. И ты один из людей, из военных, которые там выжили. Насколько я знаю, те, кто остался снаружи, никто не выжил. Кричать начали, наши, кричать да? начали раненые. Я как будто уже умер в том же самом месте, я не ощущал ничего. И все это время вас пытались оттуда как-то выкурить? Понятное дело, в первые 3 часа нас нашпинговали где-то 40-50 гранат где-то. Оказался очень сильным. Да, очень сильным. Мы держали оборону 8-9 часов. В итоге он скончался все-таки в этом бункере. То есть он пал как герой, спася почти всех нас. Даниил, ты 7 октября непосредственно находился на военной базе. То есть, когда Хамас вторгся на территорию Израиля, террористы, были вот эти ожесточенные бои, ты находился на одной из базы, где вы защищали себя, отстреливались. Невероятная история, я предварительно, конечно, не знаю. И ты один из людей, из военных, которые там выжили. Я правильно говорю, да? Все верно, да. Вот 7 число, 7 октября, военная база, ты там. Хронология событий, как все начиналось и как развивались все твои события. Я не буду афишировать, где находится база, где какая база. Просто скажу, что она очень близко к Газе. А сколько километров? Километров примерно максимум 10, не больше. Угу. Вот, это одна из самых близких, наверное, баз, насколько мне известно. Вот, и тогда начало было 6 октября. То есть мы пошли спать, все отбой. Начали просыпаться из-за жуткой сирены, которая началась 7 октября, где-то в районе 4-5 утра. Мы в спешке начали бежать в бомбоубежище, которое, по сути, у нас является и столовой, и бомбоубежищем одновременно. А ты сколько времени на этой базе служил уже? На тот момент нас только недавно перевели, поэтому я там отслужил только 1,5-2 месяца. И через месяц мы должны были заканчивать и уходить на другую базу обратно. И вот таких сирен до этого не было? Таких сирен, скажу, вообще не было. Даже ни на одной базе я не слышал пока такой сирены до того времени. Вот, значит, мы побежали, в эту столовую бункер. И пока начали открывать, начали запускать всех внутрь, все столпились там внутри. Ну и не было какой-то паники, не было ничего такого, потому что все мы знали, что это сирена именно ракетов, именно вот ракетные. И то, что она упадет на нас, то мало того, что она... Очень маловероятно, что она упадет на нас, да и к тому же мы уже в бункере все, поэтому... А сколько человек на базе вообще находилось? В основном, так как это был шаббат, то у нас человек было где-то около 50 в общем. Но в бункер почему-то, не знаю почему, забежало только плюс-минус 20-25. То есть половина или даже меньше. Остальные остались снаружи? Остальные, я не знаю причины, почему остались. Некоторые сторожили, некоторые стояли на постах, поэтому они обязаны были сторожить. Потом, спустя минут 10-15, к нам забегает военный наш в бункер. Говорит, пацаны, это не просто сирена, на нас напали. И уже за ним уже слышатся такие далекие выстрелы, как будто за базой уже стреляют. Но не было понятно, да, кто не напал, было понятно, что, кто стреляет, не было человек? понятно, никакой информации не было. Единственная информация, которую он предоставил, это то, что на нас напали, вооружайтесь. Это вот единственное, что он сказал. То есть мы под обстрелом. А ребята, которые наружу, они, значит, начали бой или как это было? Ребята снаружи, я не знаю, что там случалось, и не говорили, и наши тоже не говорили, что они там именно сражались ли или как-то, или попрятались, потому что там не только был спецназ, там были еще и водители, повара, там были... В вашей базе? Там были не только военные, которые с автоматами и которые умеют сражаться, там были много таких, которые просто как
Ну вот, водитель, который просто умеет водить машину. Поэтому некоторые, может, попрятались, некоторые вступили в бой. Я не знаю, я не смотрел, я не видел, я был в бункере. Перестрелка началась. Перестрелка началась. Наш командир быстро нас собрал в бункере, начал, спустя 3 минуты мы уже знали, куда идти, как делать, что делать вообще, и он собрал всех, кто не способен сражаться, он собрал в углу столовой, вот этого бункера. Мы там сидели, потому что у нас не было ничего, мы только либо бы попали в плен, либо бы нас просто перестреляли, потому что у нас ни автоматов, ни ножей, ничего вообще нету. То есть вы ушли в бункер без оружия? Это так выглядит? Или- У нас было только 6 автоматов на нас, на 25 человек. То, что с собой у вас было? То, что мы смогли утащить с собой, успели. То, что успели утащить. И на каждый автомат было где-то 2 магазина патронов полных. То есть, по сути, это было где-то 180 патронов. Командир нас собрал и начал объявлять указания. То есть нас он раскидал, те, кто не способен сражаться, он раскидал по углам, чтобы мы были в безопасности. Опрокинули столы, опрокинули шкафы, которые там были. Чтобы мы смогли взять определенную такую точку, позицию, которая нас будет сложно попасть из-за двери. То есть у нас, конечно, вот был маленький проход такой, типа дверь. И эта дверь, она, как это было так? Она, короче, выходила и сразу выходила в такой маленький коридорчик, который выходил уже на улицу. То есть там где-то 2 метра этого коридора, но он есть. Так что нас это, можно сказать, даже спасло нам жизнь. Именно вот это расположение двери. То, что оно такое нестандартное. А перестрелка началась после сирен, я тебе правильно, через минут 15? Началась после минут 10-15 после сирены, которая оповещала о ракетах. То есть уже на базе велся какой-то бой? Не на базе, а снаружи базы. Снаружи базы. Они, как я узнал, они уже перестреляли сторожей, которые стоят на воротах, на постах. Они перестреляли их и уже начали заходить, как я это понял. То есть наших военных убили? Да. Спустя минут 5, где-то плюс-минус минут 5, командир нас разбросал так, что военные, они уже начали выходить потихоньку и занимать позиции, и выходить наружу, смотреть кто где, открывать огонь. И, как я понял, они спустя минут 5 ведения боя уже начали кричать и уже начали затаскивать раненых. Там уже было 2 раненых, которые затаскивали за подмышки обратно, заволакливали просто по полу. Кричать начали, наши, кричать да? начали раненые, Раненые которых пострелили, которых это... Наши уже начали их затаскивать, и командир сказал, что вот, у нас силы не равны, нам придется отстаивать эту позицию, то есть сам бункер. То есть командир понял, да, ситуацию? Командир за эти пару минут, он увидел, что происходит снаружи, какая у нас ситуация, и принял решение защищать бункер до последнего и не давать им зайти внутрь. Ну а понимание все-таки у него было, сколько человек Понимание напало? у него было, да. Он сказал, что на нас напали приблизительно от 100 арабов и больше. Он не мог сказать точную ситуацию. Это только потом, спустя дни, когда это все уже было понятно, что на нас напали около 200 человек. Конкретно на вашу конкретно базу? на нашу базу. То есть 200 человек с полным вооружением, с автоматами, с РПГ, с гранатами. У каждого была огромная такая связка гранат, там 4-5 гранат на каждого. Там у них было, они вооружились по полной. А ребята военные, которые снаружи, кто-то выжил? Насколько я знаю, те, кто остался снаружи, никто не выжил. Это вот примерно 30 Это все человек? 30 человек, которые там остались, никто не выжил, никто это... Массирование обстрелов, оно увеличилось? Да, как только военные уже затолкали раненых уже обратно в бункер, то они заняли позиции за вот этими столами, которые опрокинули, поставили автоматы на столы вот так вот и заняли позицию, чтобы сторожить вход. Так как они уже знали, что с таким количеством они уже точно в базе, они уже точно на базе, они уже точно вошли. Потому что силы не равны. 200 против 20 это, сами понимаете, неважно какие мы там тренированные, какие-то, но у нас всего лишь
6-7 автоматов. А ты слышал вот вообще крики, я имею в виду вот арабов, что-то они кричали Что-то я слышал, на арабском? но я На на арабском иврите? не понимаю, поэтому я не мог разобрать, что они кричат. Мне казалось, что они перекликаются между собой. То есть, как мне казалось, они кричат друг другу, скорее всего, там, займи эту позицию, там, давайте продаем, вот, скорее всего, это как-то так. У меня было как будто такое, что они общаются между собой, они кричат на нас. Как будто я вот так вот это воспринял. Между собой, в смысле, да? Как, ну да, не, типа, не на вас. на арабском. Они На иврите они ничего не говорили. А английскую речь, кстати, ты не Английский слышал? тоже я не услышал. Не было Ни никаких. английский, ни русский, ни этот, ни вообще никакой. Только на арабском, только это. Когда они поняли, что вы находитесь в бункере? Они поняли это почти сразу, потому что мы же, когда затащили своих обратно, и оттуда никто не вылезал больше из бункера. Мы заняли позицию внутри. А те, кто увидели, что мы затаскиваем, скорее всего, уже сообщили своим, что вот мы зашли внутрь, и они уже начали охватывать полностью территорию. Где-то пару человек сторожили уже вход, чтобы мы оттуда не вышли. И все остальные начали прочесывать базу всю, устраняя абсолютно всех. Они никак к вам зайти не могли, да? Они к нам могли зайти, но тогда бы мы нашпинговали их пулями. То есть они, ну... То есть мы заняли позицию, но мы не выходили. И также они снаружи заняли позицию, но не входили. То есть они сторожили нас. Проход обстреливался, да? То есть проход просто был мертвой точкой. То есть тот, кто выйдет на этот проход, мертв. Скажи, а вот ты говоришь, раненых затащил, а сколько человек удалось? Раненых затащили 2, которые... Тяжелое ранение? Один был тяжело ранен, там, как я понял, где-то 2 пули попали в него. Как увидел, у него из 2 точек лилась кровь. Окей, А один легко раненый. Там, скорее всего, его просто в него не то, что попало, а задело, скорее всего, что-то. Скажи такой вопрос. Мы сейчас продолжим эту историю. Вот личные ощущения твои. Был ли страх? Была ли у тебя паника? Были ли мысли, все пропало, сейчас меня убьют? Вот. Вообще, какие мысли в этот момент посещали тебя? Ну, как я лично мои ощущения. Я как будто уже умер в том же самом месте. Я не ощущал ничего. То есть я просто был готов к любой ситуации. Я вообще ничего не ощущал, вообще ничего не чувствовал. То есть это можно назвать ощущением, что ты смирился с ситуацией уже безвыходной? Нет, это другое. Потому что если бы я смирился, я бы просто паник бы и просто сидел и вот так вот просто как будто умалишенный просто вот сидел и типа, ну убьют и убьют уже, ладно. Ну, типа, но нет, это немножко другое, это отличается, потому что я всегда был настороже, я прислушивался ко всем звукам, смотрел на любые выходы, на любые признаки. Я как будто впал в такой боевой транс. Я перестал вот абсолютно все ощущать, вот ничего не ощущал, кроме как готовность к бою. То есть вот просто вот следил за каждым движением. Сколько вы держали оборону по времени вообще? В общей сложности мы держали оборону 8-9 часов на этот бункер. Это 8-9 часов вот вы сидели? Это 8-9 часов, как мы сидели в бункере и просто отстреливались от врагов. И все это время вас пытались оттуда как-то выкурить? Понятное дело. В первые 3 часа нас нашпинговали где-то 40-50 гранат где-то. То есть Нас закидывали? Нас просто каждые 5 минут закидывали по гранате, чтобы нас выкурить. Внутри уже все было черное, от дыма, все это, уже все... Свет уже давно вырубился из-за того, что все абсолютно вот осколки попали вообще куда только нельзя. А как вы, подожди, как вы от осколков? Нас от осколков спасло только то, что перевернули все эти столы и все эти шкафы, они защищали нас от осколков, в большую часть их. И то, что коридор построен так, что они не могут зайти внутрь и закинуть гранату именно в нас. Они кидали это рикошетом об дверь, чтобы попытались как-то ее накинуть так, чтобы она поближе к нам прилетела. А там от такого грохота не контузило никого? Поэтому каждый раз, как мы видели гранаты, мы закрывали уши как можно сильнее, там, глаза закрывали, чтобы тоже не попали осколки. И вот как будто в позу эмбриона так вставали на момент взрыва, чтобы хоть как-то спасти слух и зрение.
А кто-то там у вас был раненый или пострадал? У нас пострадало от этих гранат, у нас пострадало двое. Один тяжело, в итоге он скончался все-таки в этом бункере. И второй пострадал тоже тяжело, но он выжил. То есть успели его спасти. А что за ранение было? После взрыва гранаты первый он не ожидал. И его просто осколок к нему впился в ногу. И он упал, он от боли там, от этого, и он был чуть ближе к выходу, так как он стоял в первых позициях обороны. Вот. И сразу за ним прилетела еще вторая граната, и он уже понял, что не успевает отползти обратно за убежище, просто ногой накрыл эту гранату. То есть, ну, чтобы То есть, чтобы чтобы уменьшить радиус взрыва, и, короче, он прикрыл с собой эту гранату. Он, конечно, гранаты были не такие сильные, не такие серьезные, поэтому он выжил. У него, правда, нога, конечно, сами понимаете. Но он выжил первые пару эти. Мы ему перебинтовали это все, перевязали, но мы надеялись, что первые 2 часа его госпитализируют уже, потому что больше он не продержится. Это кровотечение. Но, да, слишком обильное кровотечение, он потерял слишком много крови. То есть он пал как герой, спася почти всех нас. We have breaking news out of Israel this morning, where Hamas has launched a surprise attack. Израиль подвергся массированному ракетному удару. Боевики Хамаса проникли на территорию Израиля. Today, Israel battled to repel a surprise invasion of its territory. Вранці Ізраїль атакували сектору Газа. Палестинское движение «Хамас» нанесло ракетний удар по Тель-Авіву. Територію громад, розташованих із сектором Гази, увірвалися групи озброєних терористів. The Palestinian group Hamas has launched the biggest attack on Israel in years. А другой, ты сказал, сразу погиб? Тоже Другой не погиб. Другой Другой как раз таки и выжил. Это тот, который погиб, я сейчас рассказал. Тот, который выжил, ему прилетел осколок в подбородок. Он просто разрубил его надвое, подбородок. У него тут огромная такая полоса была. И это был тот, который первый выходил на улицу, один из тех 2 раненых, которые выходили. И у него вот здесь под лопаткой где-то была пуля. То есть ему попали в спину. Кровотечение вы как-то тоже... Ну, обильное кровотечение было. С этого мы перевязали его. У нас не было много медикаментов, поэтому мы просто снимали с себя майки, как-то водой их пропитывали и как-то перевязывали их, чтобы они хоть как-то остановить кровотечение, хоть как-то смягчить это. Я его взял на себя и все время вот был с ним, все время говорил, приободривал его, что все хорошо, все будет в порядке, ты выберешься. Следил за его состоянием здоровья, чтобы он... Я прям голову положил его на свое колено, чтобы ему было удобнее находиться. Парень выжил, да? Парень выжил, с ним все в порядке, он отправлял нам фотки, как он радостный лежит в больнице, то, что его перебинтован, и все в порядке с ним. А вот 8 часов боев, 8-9, то есть интенсивность была одинаковой или она усилилась? Интенсивность, она не была одинаковой, то есть первые 3 часа, как они нас закидывали гранатами, спустя 3 часа, 3-4 часа примерно, к нам пришла помощь снаружи. Через 3 часа? Наши войска уже начали активно двигаться и обхватили нашу базу в кольцо. И начали искать то ли момент, то ли смотреть, как... Извини, через 3 часа ты сказал? Это через 3-4 часа примерно. Но вы говоришь 8-9 часов. Вот, поэтому... Еще 4 часа там выше. было еще очень много чего, что продолжался бой. Это не закончилось, как только наши пришли. Наверное, только усиливалось, как только наши пришли. А вы услышали наших сразу?
Мы не поняли, что наши пришли. Мы поняли только в тот момент, когда к нам забежал уже араб. Он посмотрел за дверь и увидел, где мы сидим, и уже начал замахиваться гранатой. Ему сзади, снаружи прилетает пуля в затылок. И он падает на свою же гранату. То есть так мы поняли, что мы уже не одни. Снаружи уже кто-то прикрывает нас. Подожди, а если бы его не сняли пули, он бы закинул гранату? Скорее всего, половина бы из нас точно бы полегло. То есть... Потому что он увидел, где мы сидим. Он уже знал, куда кидать. А до этого они не заглядывали? Это вот... До этого, я как и говорил, они пытались это кинуть как-то рикошетом об дверь, чтобы оно отрикошетило. И из-за этого рикошета она все время, граната падала возле входа. То есть она не летала дальше. Потому что... И даже если бы она летела дальше, она падала под стол как раз таки, который мы опрокинули. И взрывалась на стол, то есть у нее осколки летели ровно либо вот вверх, и некоторые задевали все-таки, либо в сторону выхода. А то, что он забежал и увидел, куда кидать, это... И он упал на свою же гранату? И он упал на свою же гранату и подорвался на ней. То есть так мы поняли, что нас прикрывают, к нам успели. Скажи, а средства связи, рации, что-то там у вас ничего не было? У многих был телефон, у многих была рация, но связь там не работала, так как бункер, во-первых, это бункер, то есть связь не работала. То есть вы без связи вот с 6-7 автоматами? Мой друг тоже пытался дозвониться до своего командира, предупредить это, но не мог просто связи не было. После того, как этого араба сняли, как там дальше развивалось? Дальше, после того, как его сняли, сами террористы, они поняли, что время заканчивается, и начали занимать позиции внутри наших зданий, домов, типа, где мы жили, охватывать территорию и отстреливаться уже от внешней угрозы. То есть они переключились с нас, они переключились на оборону свою. На оборону, да. Мы не стали рисковать, не стали какими-то героями и не начали выходить, чтобы их перестрелять. Мы просто держали оборону до последнего, просто продолжали держать. Молясь, что они обратно не придут и не начнут это. А вот авиацию, танки, что-то наши, вы слышали, подошли? Сразу после выстрела вот этого, который убил первого террориста, спустя 5-10 минут в ворота вырывается наш танк, забивает их и тем самым пугает их. То, что вот приехал уже танк, и вот типа, смотрите, вы уже проиграли. И еще 2-3 танка стояли на холме, то есть уже приехала бригада танкистов. Вот. И они уже поняли, и в эти 2 часа примерно они уже оборонялись от внешней угрозы. То есть они уже пытались подстреливать уже танки с РПГ, там гранатами закидывать, отстреливаться от них. То есть уже прям грохотало? Уже грохотало прям ужас. У нас здание прям тряслось прям от взрывов. Как вас выводили из бункера, или вы сами в какой-то момент решили выйти? Мы ждали помощи от своих, которые занимаются этим профессионально. То есть это самый серьезный спецназ, который у нас в стране, мы ждали их помощи. Потому что нам дали знать, что вас скоро вызволят. И мы ждали, когда после этого звонка мы уже знали, что мы спасемся. Но не все было так радужно, потому что спустя вот эти 5 часов, как мы оборонялись, и как они оборонялись вот уже арабы от внешних сил наших, они поняли, что не смогут продержаться против такой сильной мощи, и начали еще активнее и еще яростнее закидывать нас гранатами и пытаться как-то... Это было такое, что они даже пытались как-то забежать уже в дверь. Но мы все еще стояли с автоматами. А у вас патроны еще не закончились в то время? К счастью, нет. Потому что у нас очень грамотный командир был, и поэтому он говорил всем, что по 1, 2, 3 патрона максимум, не больше. Иначе у нас все закончится, и как только у нас закончится, мы уже ничего не сможем противопоставить. А в итоге, когда это все закончилось, сколько реально было? Реально 200 человек? Ты знаешь цифру, сколько напало? Потом, как я узнал, то, что в первый час на нас напало 200 человек, но потом большинство людей пошло дальше по пути. То есть в кибуц, который стоял возле нас, потом пошли дальше, и в итоге у нас осталось в общей сложности тоже 30 человек. То есть 30 террористов, которые нас именно держали, именно оставили, чтобы нас выкуривать.
И как быстро с ними расправилась наша? Очень долго. Это заняло с 6 утра до 9 вечера. Это вел с собой у вас на базе такой? Это только в 9 вечера. Они все были безоружны, без одежды, без оружия, без ничего вообще. Просто голые стоят в плену уже. Все, их поймали. Только в 9 вечера уже. Подожди, то есть не всех убили, кого-то взяли в плен, получается? Многих убили, но некоторых уже все-таки удалось взять в плен. И как раз-таки, скорее всего, их уже и допрашивали, их уже и это почему напали, почему это. Или они сами сдались, террористы, не знаешь? Они не сдались. Это их именно вот подстрелили их. ранили. Из-за того, что они были ранены, их легко можно было взять в плен. Их раздели полностью, приставили к стене, и уже с этим занялся уже, так скажем, армейская полиция, которая занимается этими делами, то есть задержкой и все этими. Раздели на предмет, чтобы не было взрывчаток? Да, они раздели их полностью, чтобы чтобы вдруг у них там что-нибудь в кармане еще что-то припрятано, какая-то взрывчатка или какой-то нож, чтобы на всякий случай их просто вот Обезоружили по полной. обезоружили по полной, вообще не оставляя никакого шанса протащить что-то. И когда вы с базы начали выходить в итоге, с бункера? С бункера мы начали выходить после еще 3-часовой, как раз таки яростной вот это вот закидкой гранат, и все это стало на 10 минут спокойно и тихо. И как вас Ну, вывели? не так тихо, как в основном все же война, там разворачивался бой, но стало чуть тише, то есть они попрятались, все. И к нам зашел наш самый вот элитный спецназ страны и начал уже кричать нам, что вот это свои, не стреляйте, не это, мы вас сейчас вытащим. И спустя 5 минут таких перекриков, когда они убедились, что мы не арабы, и когда мы убедились, что они наши, они зашли полностью в снаряжение, все это, с видеокамерами, чтобы запечатлеть все это, то, что происходило. Абсолютно все, вот просто вот полностью в полном обмундировании, с носилками уже, и зашли к нам уже. И как вас начали вводить, сразу вывели? Они поставили нас в две шеренги и взяли нас, начали выводить нас. Двое стояли спереди, то есть один смотрел слева, другой смотрел справа, и один, который вел нас спереди, и еще двое сзади прикрывали, потому что нас было довольно много, нас было где-то 18 человек, которые выходили в этих... И нас вот так вот выпровождали. Я остался в бункере до сих пор, потому что на мне был раненый, мне надо было, перед тем, как они его перебинтуют или это, я держал его на коленях. Это вот равно. Который ты говорил, челюсть? Да, это который я с ним сидел все эти часы. Они, самые раненые все эти, остались в бункере, потому что им надо было сначала их перебинтовать, их сначала надо было... Оказать помощь. Оказать первую помощь, поставить на носилки и только потом их выносить уже. И... С нами осталась еще половина вот этого отряда, и уже вот эта половина высвобождала уже нас, уже, буквально минут 5-10, как только они обработали первые раны, вот эти первую помощь оказали, они начали выпровождать уже нас наружу. Я шел вместе с ними, все эти носилки, все там в общей сложности было 3 носилки. То есть один, который умер от гранаты, и двое, которые пострадали тяжело. Один, которого я как раз таки держал, и еще один, который... Во время этого боя тоже попал осколок куда-то в тело. И он тоже... выжил? Не, он выжил, потому что это было легкое ранение. Это было не такое серьезное для угрозы жизни. Это было всего лишь легкое ранение. Там осколки попали куда-то в участки кожи, которые не критичны. Но все равно ему оказали помощь, его поставили на носилки, ее высвобождали нас всех уже за базу. И потом они уже вернулись продолжать бой, потому что искать последние... Мало ли кто-то где-то спрятался, вдруг кто-то там какие-то мины, растяжки поставил, чтобы полностью все это узнать. Там уже начались уже полностью обчищать всю базу, пока мы ждали снаружи уже. То есть мы уже
Все, по сути, спаслись. И куда вас направили? Мы сидели там снаружи базы еще очень долго, еще где-то 4-5 часов, потому что все дороги еще были небезопасные, никто не знал, где они вдруг сидят, если вдруг мы поедем и нас по дороге как-то перехватят. Никто ничего не знал, поэтому решили, что мы останемся там пока что. И только на следующий день я уже выехал с пацанами, водителями нашими, там, которые приехали тоже в полном обмундировании уже и выпроводили нас уже на главную базу, а с главной базы меня уже отпустили домой. У нас на самом деле сидит мама твоя, но она за кадром. Аня, ты можешь со своей стороны в этот день вспомнить? Ну вот это вот 7 число, как это... Что до тебя доходили какие-то новости? Ты пыталась, так понимаю, ему дозвониться? Ну, немножко хронология. Ну, конечно, могу. Для меня этот день, это... Даже не знаю, как сказать, рождение... Это, получается, второй день рождения сына. То, что... Начнем с того обыденного 7 утра. 7 часов утра. Это, конечно же, был выходной. Мы спали. Мне позвонили и сказали... Спросили, где Даник? Я говорю, ну, в армии, закрывает шаббат. Срочно звони. Я говорю, почему? Сейчас рано еще, зачем ему звонить? Война началась. В смысле война? Какая война? Все нормально, все спокойно, тихо. Какая война? И начинают присылать мне все эти видео. И, конечно же, вот это вот видео, которое я смотрела, я понимаю, что у меня... Я звоню Данику, не отвечает. Звоню каждые 5 минут, потом каждые 10 минут. Ну, хорошо, подожду еще немножко, позвоню еще. И в это время я сижу в телефоне, смотрю все это. Больше всего я, конечно, смотрела видео с солдатами. Это было страшно, это было жутко. Но я старалась просмотреть все эти видео, чтобы убедиться, что его там нет. Это видео, которые уже в сеть попали. Это в Телеграме, уже, в каналах везде. Это уже пошло везде. Все начали рассылать друг другу. Это все уже в Телеграме. Сами террористы, как там выставляли. Выкладывать стали все свои. И меня, конечно, вот это вот ужаснуло, все эти видео. Я ему звонила, писала. Реже писала, больше звонила. И так как я не знала, на какой он базе, наверное, вот это вот меня немножко спасло. Потому что, как он у меня любит всегда говорить, я спрашиваю, где ты там? А, там, где-то там. Мне самое больше запомнилось, что он возле Бершевы. Мы переживаем. Дочь у меня старшая, как бы тоже все эти видео просмотрела. Тоже все это видит, тоже волнуется. Мы с ней вместе в комнате. Друг друга она меня очень хорошо поддерживала. Как бы вместе мы с ней вот так вот и до вечера продержались. И тишина, и тишина. Я позвонила командиру. Он говорит, пока ничего не известно. И все это время тишины у меня просто вот от стресса, от этого вот просматривания всех видео. Как бы я уснула, и в часа два ночи ко мне прибежала дочь в слезах и начала рассказывать, мама, ты представляешь, что случилось, Даник мне позвонил. И в это время как раз звонит Даник. Я его начинаю расспрашивать, как дела, все в порядке. А по голосу я слышу, он, я не знаю, как это, адреналин. Ну, голос немножко другой был. Он в шоке, скорее всего,
адреналин, вот это все. И он... Ну, такой на взводе, бодрый, да? Как Да, на взводе. такой, да, у него такой прям вот бодрый, он так рассказывает, как будто это игра какая-то. И он мне выложил все. Вот за эти пару минут, сколько мы с ним разговаривали, он мне рассказал очень быстро и все, что произошло, и как их чуть не убили, и вот это вот... И вот после разговора с ним, когда вот он говорит, ладно, мам, все, мне некогда, мне надо продолжать там. Мне на пару минут только телефон дали. И отключился. И вот тут вот у меня началась паника. Потому что я поняла, что он находился там. До этого я как бы, может, надеялась, что он не там. Может, ну, как-то, ну... И тут вот реально у меня потом началась вот это вот страх, то, что он рассказал, что это было страшно. Если честно, я даже в какой-то момент я даже не верила, что это правда. И когда первый раз я с ним разговаривала уже лично, я его расспрашивала. Ну, я старалась об этом вообще с ним не разговаривать. Только если он сам начинает там по вопросам, потому что я боялась, что у него нарушится психика, что-то еще. Я его тихонечко подводила к тому, что, может быть, тебе стоит поговорить с психологом. Он говорит, мам, а давай, говорит, мы тебе возьмем психолога. По-моему, ты, говорит, переживаешь больше, чем я. И, как говорит, я, говорит, абсолютно нормальный. Мне, говорит, не надо никакого психолога, ничего. Как бы оказался очень сильным ребенком. Как мы видим. Да, очень сильно. Спасибо тебе большое. Спасибо, что бережешь нас. Аня, тебе спасибо за такого сына. Спасибо за эти откровения.